Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовой фетиш, серии видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке попробуем создать кириллические символы, используя автолейер. Допустим, мы с вами отключили такую настройку, чтобы здесь у нас добавлялся автоматический компонент. Но нам бы хотелось все это дело упростить, чтобы он автоматически добавлялся во всех слоях сразу. Мы можем с вами это сделать. Допустим, мы посмотрим на букву Я, которая является просто буквой R. Это не очень удобно, поэтому я сейчас ее удалю, делаю двойной клик. У меня здесь ничего уже не появляется, потому что у меня отключено добавление автоматических компонентов. Но я хочу ее сюда добавить. Что мне для этого сделать можно? Можно выбрать вот этот пункт рецепт и просто добавить его сюда. Я пишу здесь букву R, и ничего особо не происходит. Но если я включу вот эту иконку, применить автоглиф, то он у меня добавится сразу на все. При этом, смотрите, какой момент. У меня он добавился на оба слоя. Это потому, что у меня здесь включена настройка редактировать, вернее, сравнивать все изменения, все какие-то редактируемые действия внутри одного слоя с другими. Если по умолчанию у вас она отключена, а у вас она, скорее всего, будет отключена, то я сейчас вот это все удалю и заново попробую здесь поставить, то вы видите, что он добавился у меня только на один. В таких случаях можно сделать вот что. Я его отключил, зажимаю Alt. Мы по подсказке, в принципе, можем увидеть, что если мы зажмем Alt, то у нас это применится ко всем слоям. Поэтому я зажимаю Alt, нажимаю, и все, он у меня добавился. Но я работаю всегда в режиме совпадения всех редактируемых вот этих действий, поэтому мне не нужно зажимать Alt, он у меня автоматически работает. Как это нам поможет? В целом это полезно, в целом все окей. Мы здесь видим, что фигурка у нас поменялась на такую синий какой-то кубик конструктора. Но в этом режиме мы эту букву, в отличие от режима обычного компонента, мы не можем двигать. Здесь я могу ее двигать как-то, что-то с ней сделать. А здесь я ее даже выделить здесь толком не могу. Вот я могу выделить, но ничего не происходит. Почему? Потому что она жестко так вот прямо намертво привязана к оригинальному глифу, который у нас указан здесь в рецепте автолейера. Но мне же нужно, чтобы она смотрела в другую сторону. Для этого нам нужно использовать своего рода формулу. Поэтому я пишу равно, ставлю знак собака. И вот тут нам нужно понимать, как это все делается. Для того, чтобы нам повернуть эту букву в каком-то из направлений, нам нужно выставить, в какую сторону это нужно сделать. Делается это по такому принципу. Вообще у нас вот здесь, после знака собаки, находится два значения координат по x и по y. И выставляя здесь в одном из этих двух мест значения, она у нас двигается. Ну, допустим, я вот хочу, чтобы у меня буква R сместилась и, скажем так, переместилась на значение 10 юнитов в одном из направлений. Я пишу, например, вот 50. Вот здесь пишу, нажимаю Enter, и мы видим, что она у меня поднялась ровно на 50 юнитов. Почему? Потому что, даже если я вот здесь поставлю 10, она мне все равно, допустим, я пишу 60, она мне все равно вот здесь меняет на 50. Почему? Потому что вот это значение у нас приподнимает от нулевой вот этой координаты, от вот этого вот нолика пересечения x и y на 50 вверх и вправо, то есть по диагонали. Если я теперь сделаю вот так, поставлю запятую и снова напишу 50, то у нас ничего не поменялось. Здесь у меня все во всех слоях продублировалось. Почему? Потому что теперь он сместил также вверх на 50 и в сторону на 50. Но так как значение у нас одинаковое, оно по сути по диагонали произошло. Если я поставлю вот здесь 10, мы увидим, что у нас опустился на 10. Если я вот здесь напишу 10, то здесь у меня поменялось вот это вот значение по вопросу, потому что оно жестко привязано к тому значению рецепта, который я здесь указал. Вот, поэтому как нам это может помочь? Вот, допустим, я сместил их на 10, теперь я могу поставить 0, и у меня здесь полувопрос нулевой. Либо я могу вообще здесь ничего не ставить, и у меня он здесь взял какие-то там другие значения. Но это не столь важно. Важно то, что здесь я могу поставить вот что. Я могу поставить знак тильду. И теперь у меня этот компонент отзеркалился. То есть знак тильды зеркалит ее. Если я поставлю тильду через запятую, то есть не только по x
по горизонтали отзеркалить, но и по вертикали, то он у меня перевернется полностью. Если я напишу здесь 10, то он отзеркалится и поднимется. Если я напишу вот здесь, допустим, 20, то вот эта точка, она у меня будет на расстоянии 20 юнитов. То есть, благодаря этому мы можем с вами как-то вот манипулировать этим, передвигать этот компонент. Немножко сложно, но вы потом разберетесь и поймете, что на самом деле это очень удобно. Мы с вами будем цифры так делать, мы будем делать с вами так пунктуацию, просто зеркалить ее. Вот, это в целом очень удобно. Если я сделаю, например, уберу одно из значений, то он по умолчанию у меня сделает сразу в двух направлениях это изменение. Поэтому, видите, он меня на 20 поднял туда, на 20 сдвинул туда. Из-за тильды он у меня еще его зеркально в двух плоскостях сместил. Если я поставлю просто запятую, то он меня сместит только по диагонали, по горизонтали, а вертикальную часть не будет трогать. Ну, то есть вот таким образом мы можем с вами все это дело изменять. Поэтому здесь что я делаю? Убираю 20-ку, потому что мне не нужно, чтобы это влияло на вот эти опроши. А сюда я могу написать, например, букву А. И теперь у меня полуопрос равняется букве А на 17 юнитов. Вот. Это у нас, в принципе, создание автолейера. Поэтому, как мы еще это можем использовать? Ну, допустим, сделаем мягкий знак. Вот я его выбираю. Здесь я пишу букву R. Включаю. Он у меня добавился. Она у меня покореженная, но это не важно. Вот, допустим, я это здесь сделаю. Теперь мне нужно ее развернуть, поэтому я ставлю равно, собака и тильду. Пишу, ставлю Enter, она у меня повернулась. Но повернулась не туда, поэтому мне нужно повернуть ее, зеркалить только по горизонтали. Поэтому я ставлю запятую после. Неправильно, значит, нам нужно ее поставить перед. И вот, все. Теперь у нас мягкий знак готов, причем сразу во всех местах. Вот, это что касается у нас рецептов. Ну и в целом их точно так же мы окрашиваем в голубой цвет, чтобы не путать их с буквами оригинальными, которые нарисованы, которые мы можем с вами сделать. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayer и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.